Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада вас приветствовать на своем канале «Красота и бисер». И сегодня я вам предлагаю выполнить вот такое прекрасное колье. Смотрите, какая прелесть, как водопад спускается от шейки к центру по вашему декольте. Я сделала его по основанию шеи 45 сантиметров, сама окружность колье. И у меня получилось 7 подвесок из звеньев таких же мотивов, как и сама основная цепочка. Я считаю, в этом заключается и прелесть. Средняя, самая длинная подвеска на 10 звеньев, она где-то сантиметров 16,5-17 сантиметров. Остальные, получается, на один мотив, на одно звено поменьше, и самая маленькая на 7 звеньев, она 12 сантиметров. Очень красиво это колье будет смотреться и на декольте, и под пиджак. Если вы будете одевать короткую блузочку и пиджачок, как раз будет хорошо спускаться, как водопад, это колье. Поэтому, если вам нравится, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Будет много еще всего интересного. Ставьте лайки и давайте приступим выполнять эту красоту. Для колье я взяла бисер двух оттенков. Голубой кристаллический и голубой обыкновенный, но он немножко с перламутром. Красиво смотрится в сочетании один с другим. Подчеркивает кристаллический бисер обыкновенный. И вот беру иголочку сантиметров 40-45 и первое набираю 12 бисерин и провожу их до конца, оставляя кончик сантиметров 15, чтобы потом можно было одеть иголочку и спрятать этот кончик. И провожу иглу в 3 бисеринки, замыкая в колечко. Мы будем делать следующий ряд, набор по 2 бисерины. В 3 я провожу для того, чтобы это колечко было ровненькое. И вот набираю я 2 бисеринки и возвращаюсь как бы петелькой в 2, образовывая группу кристаллических бисерин по 2. И дальше подтягиваем, поворачиваю и прохожу по ходу иглы следующие 2 бисеринки. Вот так. Набираю снова 2 кристаллические бисерины. И возвращаюсь также петелькой в эти 2 бисеринки. И можно одновременно, конечно, ну я по очереди показываю. Дальше проходим в 2 по кругу. И так образовываем группы по 2 бисеринки кристаллических до конца ряда. У нас получился круг, окруженный 6 группами бисерин по 2 в каждой группе. И теперь вот у нас ниточка выходит из последней пары. Мы берем одну синюю глянцевую бисеринку и проводим в одну из первых групп. Теперь снова берем синюю бисеринку и дальше проходим следующую бисеринку этой группы. И у нас в этом ряду будет набор через одну по одной между группами и в самой группе по одной. И вот так вот окружаем
весь этот круг, дополняя между ними по одной синей бисеринке. В конце ряда вот мы подошли к первой бисеринке, мы в нее проходим и на пару еще в одну прозрачную. И теперь ниточку, которой 15 сантиметров мы оставляли, придерживаем, а здесь проводим иголочку под этим рядом и завязываем узелок. И проходим дальше по бисеринкам к следующей свободной вершинке. Первое звено мы можем сразу эту ниточку и обрезать, но так как я уже сплела дополнительное звено, я покажу, как эти звенья между собой мы соединяем. Ну, как обычно, крестиком. Вот ниточка выходит из вершинки, мы берем такую же синюю бисеринку, берем, я вот уже соединила ряд звеньев, и мы проходим в звено вершинки нужной нам этого соединения, набираем еще одну и возвращаемся в наше звено, которое мы только что сделали, ну, в обратную сторону. Ниточкой вот так, для того, чтобы у нас получился крестик. Подтягиваем, и у нас звенья соединены. Я прохожу еще один круг, закрепляя этот крестик. Вот так. И также завяжу узелочек и обрежу ниточку. После крестика я прохожу пару бисерин, делаю узелок, потом подтягиваю его и делаю еще один узелочек. Ну, так уже для своего успокоения. Ну, в принципе, здесь такое плетение, что оно не расплетется. Ну, на всякий случай. Я вот подтянула, делаю крестик. Когда делаете узелочек, смотрите, чтобы ниточка легла как раз между теми бисеринками, из которой выходит нить, чтобы ее не было видно. И дальше проходим пару бисерин. И можно обрезать. Вот посмотрите, в каждом звене осталась нить сантиметров 15, из которой мы начинали это звено. Потом на каждую ниточку я сажусь и вокруг одеваю иголочку, и вокруг по внутреннему кругу прошла и обрезала, прошла и обрезала. И так я соединяю звенья и формирую основную цепочку для колье. Можно сделать вокруг шеи, можно сделать как стоечку. Столько звеньев, сколько вы хотите, ну, столько звеньев, сколько вам нужно. И вот я соединяла звенья, и для себя я сделала основную цепочку 27 звеньев. То есть 13 с одной стороны, 13 с другой, и 14 у меня в центре. Как вы понимаете, для такого колье нужно нечетное количество звеньев. И тогда в центральном 14 звене я прикрепила еще одну такую цепочку длиной в 10 звеньев. Дальше у меня с двух сторон пошли цепочки по 9 звеньев, дальше по 8, и еще одна будет с каждой стороны по 7. Конец колье я закончила так же, как и предыдущее колье. Я делала 2 пружинки для соединения с карабином. Я покажу, как я соединяла подвеску с основной цепочкой. Вот у меня сделан один мотивчик, одно звено. Ниточка выходит, как обычно, из вершинки. Я набираю
3 бисеринки, 3, и захожу в нужное мне звено основной цепочки, вот в крайнее, и прохожу всю эту сторону. У нас здесь получается 3 бисерины синих и 2 прозрачных. И я прохожу до конца этой стороны в вершинку. Раз, раз. Вывожу иголочку на конец этой стороны в последнюю вершинку и набираю также 3 синих бисеринки и возвращаюсь назад в вершинку звена, которое мы присоединяем. Вот так. И у нас получается соединено. Теперь я прохожу еще раз в эти 3 бисерины, набираю одну синюю бисеринку и прохожу еще раз по этой стороне основной цепочки, чтобы подойти к концу этой стороны, к вершинке. Раз, раз. Когда прошли всю эту сторону, добавляем еще одну синюю бисеринку и проводим в 3 бисеринки иголочку, подходя к звену с этой стороны. И у нас получается, прикрепляется подвеска и оформляется красиво это соединение. Теперь мы проводим иголочку назад в вершинку нашего звена. Вот так. И проводим через пару бисерин, завязываем узелочек, потом еще пару бисерин, еще один узелочек, по 2. И можно тогда ниточку обрезать. Вот у меня очередная подвесочка, которая состоит из 7 звеньев. Одно звено мы присоединили с вами к основной цепочке. И вот 6 звеньев я позатягивала ниточки. И на последнем звене сделала свободный крестик, чтобы звено заканчивалось не просто вершинкой, а крестиком для украшения. И теперь на ниточку, которая оставалась 15 сантиметров этого звена, которое мы соединяли с цепочкой, я одела иголочку и по бисеринкам прохожу к нужной мне вершинке, которую я буду соединять крестиком с нашими 6 звеньями. Так, 2. И вот вершинка. И теперь, как обычно, я беру бисеринку, беру наши 6 звеньев, одеваю в нужную вершинку, еще одну бисеринку и возвращаюсь к нашей цепочке. Прохожу крестик еще раз, завязываю узелочек, и очередная подвесочка прикреплена. И так мне еще останется одну из 7 с этой стороны, и колье будет готово. Если вам понравилось колье, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Работа не тяжелая, выполнять легко. Единственное, что немного утомительно завязывать узелочки. Но если есть желание, то тогда девиз «Цель вижу, в себя верю» вам поможет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новом видео.